Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Сегодня я буду пробовать реализовывать нежить, хотя на самом деле, судя по тому, что я сейчас вижу, мне как-то не особо хочется реализовывать. А знаете, что я вижу? Это я вижу, здесь есть аптечка. Ну ладно, полбеды есть аптечка. Есть мастерская, есть инвокер. И вот я зуб даю, ну ладно, зуб дорого, не буду давать зуб. Давайте что-нибудь сами придумайте там в комментариях, что дать на этот счет. Вот. Я уверен, что здесь будут инсектоиды, а так как еще есть импресска, то, скорее всего, могут нарисоваться и шаманы. И вот такая вот жизненная ситуация возникла, то, что на нежити играть против двух этих билдов тупо невозможно. Ну ладно, еще против шаманов еще как-то можно будет поиграть, чисто как-то там попереживать ее, чисто как-то, ну, на характере вывести. Но вот против инсектоидов это будет очень тяжело, потому что инсектоида достаточно найти два предмета и одному герою. Все, в принципе. Дальше ты все выносишь. Тут еще и импресска есть, поэтому... Ой... Будет, наверное, игра тяжелая. Ну, посмотрим, посмотрим. Не буду загадывать, поэтому сегодня у нас нежить. Играю, если что, я не первую игру. Извиняюсь, дико. Играю, если что, я не первую игру уже сегодня. Поэтому присаживайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, кто до сих пор этого не сделал. Также подписываемся на мой телеграм-канал. Ну, а кто может стать спонсором, то милости прошу к нашему шалашу. Все ссылки закреплены в описании под видео и в комментариях под видео. По поводу нежити. Я, на самом деле, ребят, не рекомендую играть на нежити, потому что разработчики максимально гнилые люди, можно так это сказать. Вышел еще небольшой патч баланса, о нем я в своем телеграме писал, все выложил. Не вижу смысла делать на нее обзор, как и на предыдущий патч баланса, потому что он довольно-таки короткий. Поменяли они здесь то, что менять как бы и не стоило. Ладно, с ускорением полета снарядов окей, в принципе, я согласен, это надо было усилить. Щит второго тира. О как. А может через щит второго тира поиграть и ну его в баню? Из приятного это то, что вернули предмет первого тира, который дает криты. Вот кристаллический меч. Вот это вот на самом деле единственный приятный момент. Потому что предмет на самом деле очень сильный. И если у вас есть хорошие керри, то с этим предметом можно мутить движ. Да и в целом, даже в лейт стадии иметь такой предмет, который x2 урона может нанести, в принципе, это реально хорошо. Так, ну это брандомим. А, понял, спасибо. Спасибо, по всей видимости. Пакта мертвецов мне сегодня не видать. Ладно, что ж. Ну, кстати, жрецов, если что, взял, потому что, ну, стол объективно у меня слабый. Плюс я уже кучу предметов паролил, поэтому я, наверное, все-таки буду становиться на лустрик. Друид не пришел, ладно. Так вот, вернусь ближе к нежити. Нежить контрить можно как два пальца об асфальт. Вот, есть шаманы, есть инсейки и есть куча сборок, которые могут спокойно законтрить эту всю нежить. Потому что на самом деле нежить нереально тяжело реализовывать. Единственный момент, когда можно нежить реализовать, это когда вам приходит пак мертвецов первым слотом, это раз. А второе, вам нереально фартит. Фартит, что даже имея один свиток, вы спокойно перероливаете всех ваших героев, которые вы хотите, в нужных героев. Это самое главное, подчеркиваю, в нужных героев. Потому что если вам падает, допустим, там зомби, падает вам там Никс, падает Банши, то вы еще можете как-то играть на этой нежити. Но если вам падает совершенно иная хрень по типу там Траксы 10 раз подряд, а вы хотели зомбаря, потому что хотите на лустрике сидеть, себя вообще комфортно чувствовать, вот, то как-то, ну, грустно становится. Траксу убили нахрен. Я вообще в шоке, зачем они сделали такую Траксу. Ну, в принципе, ладно, опустим этот момент. Ну, типа, это бред. Вы скажете, ну так можно же типа через Муэрту поиграть. Ну попробуйте против нежити, против шаманов, точнее против инсеков и против шаманов, и я посмотрю, как на Муэрте вы поиграете. Кто-то скажет, типа есть лич и синергия наблюдателей. Окей, отчасти я соглашусь. Но, во-первых, вам надо лича найти, это раз. Во-вторых, вам нужно дожить, это два. Вот. Потому что если супер жесткий инсект, то он вам просто даже жизни не даст. Он вас снесет так, что аж пятки, ну точнее не пятки, а тапочки завернутся в обратную сторону. Вот. Вот. Ну, я надеюсь, что я вам, в принципе, это покажу и продемонстрирую. Вот против, кстати, шаманов реально можно пожить. Особенно, если у вас сильные керри есть. Условно, там у вас спектра есть, некр есть, банши.
Короче, есть герои, которые прокастом могут подушить, то, в принципе, да, это еще возможно как-то пожить против шаманов. Но на самом деле, вот ты играешь на нежити, и вот зачем жестко париться по поводу нежити, если можно спокойно не париться. И играть на тех сборках, которые намного проще собираются, намного более стабильно дают тебе топ. Вот типа, сейчас я играю на нежити чисто из-за того, что просили в комментариях показать эту нежить. И я вот как бы, как это, добросовестный человек, который слушает своих подписчиков, выполняет их просьбы. Покажу вам, что такое нежить, с чем ее хавают и какого результата можно, в принципе, достичь. Если что, эта игра моя не первая, это где-то моя игра третья, четвертая. И, честно говоря, меня уже это раздражает. Раздражает эта нежить, потому что идет абсолютно то, что мне не надо. Я хочу найти себе там банши, никса, мне падает лич. Я пытаюсь этого лича реализовать, нахожу под него там призму и тому подобное. Магов, богов ставлю, наблюдателей. А приходит просто типчик на инсеках с дизраптором. Просто 3 дизраптора. У меня типа чайник закидывает. Лич. Но, как говорится, в тебя 3 сайленса 3-звездочного дизраптора летит, и ты такой... Спасибо. Спасибо. Почему именно так жестко играть против инсеков и шаманов? Потому что когда инсеки и шаманы перерождаются и перевоплощаются, они теряют дебаф нежити. Вот этот вот минус 45% хп. Если вы 9 нежити поставите, то там они в целом теряют этот дебаф нежити. Полнейшая ли это хрень? Да, это полнейшая хрень. Ну, как бы вот такое вам умозаключение. Иначе я это просто назвать не могу. В принципе, это все, что нужно вам знать о нежити. Вот как-то так. И, ребят, завтра, ну, для вас это завтра, для меня это послезавтра, я, скорее всего, планирую стрим, поэтому в своем телеграм-канале я об этом отдельно сообщу, если он в действительности будет. Ну, играть, естественно, будем в ТФТ. Я там уже, кстати, продвинулся, неплохо себя чувствую, уровень у меня игры подрос, и думаю... Может быть, в следующем месяце попробую тестовый ролик выпустить с ТФТ. Но это мы посмотрим. Я еще пока в себе не уверен и всех деталей там порассказывать не могу. Ну, короче, такое пока сомнительная идея, но есть такая вероятность. Вот. Какую реликвию я сейчас хочу? Я хочу, естественно, аптечку священника. И как я буду играть через нежить? Я буду играть через 6 нежити и 5 драконов. Вот я прям хочу попробовать эту сборку. Почему спросите так? Потому что мне тогда не нужны будут предметы на ману. Я не буду париться за счет того, что мне надо там что-то будет брать для прокаста. Просто с нулевой секунды у меня будут ребята кастовать и в целом будут резать. Резать всех, кого хотят. Вот так. Причем эта сборка очень сильная на самом-то деле. Особенно если тебе герои пришли. То есть я буду играть через спектру. В идеале, конечно, найти банши в 3 звезды. Но это все как бы мечты, да. Но посмотрим. Лича хотелось бы, конечно, видеть еще. Чисто как саппортиков. Вот 3-звездочного лича, 3-звездочные банши. Ну, не знаю, получится или не получится у меня это. Ну, посмотрим. Сейчас посмотрим сначала, что за реликвия выпадет и насколько быстро я буду идти в уровень. Я хотел бы, конечно, баф людей ранее получить, чтобы прям вообще очень быстро себе взять 10-й, там уже спокойно себе ролиться, перероливать легендарки, находить себе спектру, некра, потом заняться фиолетовыми фигурами и находить себе банш, лича. Ну, как говорится, это все мечты, Санечек. Ты должен страдать. И вот серьезно, я вам вот говорю, нет смысла особого как бы играть на нежити в текущем патче. Я уже говорил о том, что, во-первых, нежить снова нужно пересмотреть. Во-вторых, если они хотят сделать пак мертвецов, чтобы через него играть, то его нужно опускать в первый тир и поднимать шанс перевоплощения фигур на 10%, чтобы фигуры первого тира 100% перевоплощались, потому что у меня была игра, я о ней уже говорил. Да и, блин, сегодня она была, кстати, отлично пришла. Реликвия вообще шикарная. Да и сегодня пришла... Да и сегодня была такая вот тема, когда мне тупо нежить не перевоплощалась. Вообще не перевоплощалась. То есть я закинул пакт мертвецов фигуру первого тира. Вот это риск. Вот это я понимаю оправданный риск. Хорош. Спасибо тебе огромное, бог рандома. Спасибо. Вот это четко. Вот это вот я понимаю. Вот это огонь. Там, кстати, несколько человек играют через лустрик. Так вот. У меня фигура первого тира не перевоплощалась 5 раундов.
у меня горит от такой темы. Потому что, ну, какого хрена? У тебя на фигуры первого тира должен быть гарант. Но нет. Еще они понерфили нежить тем, что ты не можешь перевоплощать друидов в 3 звезды. Если вы собрали, допустим, себе мишку в 3 звезды, закинете в него пакт мертвецов, он перевоплотится, то он перевоплотится в фигуру 3-го тира в 3 звезды. То есть это так сейчас работает. Инчан не перевоплощается в 3 звезды, тоже вот такой момент. И яйца тоже не перевоплощаются. Ну, вдруг кто-то захочет там попробовать их перевоплотить. Так, фиолетка пришла первая. Ну, не подведи меня. Давай, чтобы мне сейчас банши сыпалось, что не в себя. Я вот даже тебе кливер засуну. Кливер, если что, не работает на срабатывание пакта. Есть такой вот момент, который вот я заметил, подписчики заметили, то, что 2 пакта и больше пактов мертвецов работают на одном герое. Возможно, в текущем патче они как бы это поднерфили, но посмотрим. Но, скажем так, 2 патча назад, вот без этих микроапдейтов, вот, без микроапдейтов так работало. Сейчас не знаю. Кстати, что скажете по поводу патча баланса? Как он вам? Я считаю, это полная дичь. Опять разработчики делают то, что делать им не надо было. Своими корявыми ручками. Кстати, банши пришла. Охренеть. Первая банши пришла. Я, если честно, в шоке немного. Потому что мне так не приходило. Ты шо? Это так у меня не работает. Я хочу, чтобы сейчас еще зомбарь выпал. И поставить зомбарика. Чтобы одного жреца лишиться, чтобы он просто слот не занимал. А там еще, может быть, сверху баф людей смогу поставить наконец-то. Ну, посмотрим. Так, что еще я хочу такого сказать? По поводу нежити. И по поводу патча. Медузу, кстати, нерфанули. Вертолетика немножко тоже нерфанули. Теперь их массовые тычки. Вот у Медузы вообще не встраивали. Да и до этого не встраивались модификаторы атаки, кроме отхила с маски. Теперь это распространяется на вертолетика с Медузой. То, что теперь маска 5-го тира не будет работать на их массовые тычки. То есть на обычную тычку работает, а на массовые тычки не работает. И с Медузой это такая же самая тема. Зачем разработчики так сделали? Я не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос. Ну, его нет. Вот. Как бы... Вот так. Вот так. Все. В принципе, по поводу патча... Реально, ну, единственное, что вот в действительности приятно они сделали, это то, что теперь снаряды фигур от дальнего боя летят намного быстрее. То есть это имеется в виду автоатака обычная. Обычная тычка. Вот. Ну да, все. В принципе, по патчу там реально нечего. Вот жесткий момент, о котором, я уверен, что никто не знал. А вы знали, что до этого талант правый на то, что шанс выпадения фигур как +1 уровень, работал только с определенным шансом. Вы знали об этом? Я не знал. И я бы не узнал, если бы не текущий патч баланса, который там прям прописано было, что 60% шанс срабатывания на правый талант. 60%. Они нигде об этом не указали, но ты каким-то чудом должен был об этом знать. Я думал, у тебя всегда так оно, типа, +1 уровень шанса выпадения фигур, а оказывается шанс на 60%. Охренеть, да? Вот и я охренел. Это жесть. А теперь это 40% шанс. То есть, если вы берете талант правый на 15-м, то у вас то, что может выпасть на следующем раунде или при обновлении магазина, шанс 40%, что вот вы как бы на 7-м уровне ролитесь, а с шансом 40%, что вам может выпасть легендарка. Вот, как будто вы на 8-м ролитесь. Вот так вот. Не легендарка, а вот то, как вы типа на 8-м ролитесь. Хрень ли это? Полнейшая дичь. Серьезно. Это полнейшая дичь, то, что они сделали. То, что там шанс. Серьезно. Как мы должны были об этом узнать? Как? Так, один дракончик есть. Надо будет еще одного найти, но я хочу попробовать сейчас понаходить
Да. Я сейчас хочу понаходить фиолетки, пока такая есть возможность. Потом я фигур первого тира поищу. Сначала нужно важные фигуры найти, которые помогут мне в целом по игре. Но оленя надо было именно сейчас искать, потому что там и Пудж, и Тракса может выпасть, а мне этого не надо. Вот как-то так, ребят. Я в шоке, если честно. Вот в действительности новость по поводу таланта правого меня просто разорвала мою пятую точку. Вот как-то так. В принципе, все. Ладно, по поводу билда. Я, как сказал, я хочу играть через спектру. Какие предметы я хочу видеть на спектре? Кто вдруг не знает, как работает сейчас спектра, объясняю. Когда спектра использует свою ультимативную способность, то она выпускает духи себя. И в этих духах будут ваши предметы, которые есть в основной фигуре. То есть все пассивные... Все герои и все предметы, которые пассивные... все герои. Все предметы, которые имеют пассивный эффект, то есть имеется в виду там скорость атаки, вампиризм, шанс срабатывания, неактивные предметы, будут встроены в эту иллюзию. И это на самом деле очень жестко. Че так лагает? Может попробовать рискнуть еще один найти пак мертвецов? А чем черт не шутит, поехали. Опа. А, ну и, кстати, пак мертвецов теперь дает 25 магического резиста. Кто вдруг не знал? Класс. Я не знал. Ну, теперь... Ой, я не знал. Я удивлен с такого бафа, потому что... Ну, мало кто будет пак мертвецов закидывать в свою легендарку, которую он собрал, чтобы она вдруг чего не перевоплотилась в какую-то дичь. Если честно, я не знаю, зачем разрабы так сделали. Ну, ладно, у них там свои игры. Пожалуйста, легендарочки, перевоплощайтесь. От вас сейчас очень многое зависит. Молю. Буду ноги ваши целовать, если вы будете сейчас нормально, адекватно перевоплощаться. А то Зевс уже задал тенденцию. Перевоплощаться он не хочет, он отказывается. О, я вижу одного инсека. Я вижу, скорее всего, пандапад. И там, скорее всего, будет шаман. Вот у меня есть такая чуечка. Вот это вот. Ну, на самом деле, это будет очень показательная игра, если я хотя бы смогу зайти в топ-3. Просто показать, насколько это бесполезная сборка. Кто-то может сказать, ну, можете, в принципе, сами написать там в комментариях, типа, что я там неправильно что-то делаю и тому подобное. Но, ребят, я объективно говорю то, что нежить не рабочая сборка. Только если вам нереально фартит, только если нереально все идет. Ну и, соответственно, пак мертвецов он выпал. Первым слотом. Охренеть, еще и Джакиро. Пожалуйста, Зевс. Я тебя... прошу. Так, 21 хп, 8 баночек. Да что ж так лагает? 25 хп с 8 баночек восстановил. В принципе, хорошо. Омник еще есть. О, а омника мне бы хотелось на самом деле. Да, хотелось бы мне омника в свою сборку. Смотрите, есть Джакира. Мне нужно будет найти Виверну. У меня будет, по сути, 2 мага 100%. И третьего, я думаю, я тоже найду. И, скорее всего, это будет Лич. Ну, мне хочется, по крайней мере, чтобы это был Лич. Чувака генерал и пандапад. Интересно. В самом деле, вот если вам рано пришла банши в 2 звезды, а то и в 3 звезды, дай бог, чтобы она пришла, то можно играть реально через эту банши. Банши очень мощный герой. Сам по себе это очень сильный герой. Так, спектра, отлично. Тут фигура то, что надо. Так, в импресску закидываем. Тяжело, тяжело фигуры перевоплощаются, мне это не нравится. Тяжко, тяжко. Ну, сейчас мы уже 10 возьмем, пойдем ролиться. И дай бог, чтобы дальше все хорошо шло. Надо максимально быстро, чтобы спектра пришла. Можно, конечно, чтобы и один некро пришел. Желательно, конечно, в 2 звезды его собрать будет. А там уже посмотрим, что мы будем докидывать. Возможно, я пойду еще и в уровень сверху. Там, может, 11 получится взять, может, 12. И я, может быть, еще поиграю со сборками. Может, там наблюдателей докину. Может, магов вообще докину. Может, не знаю. Короче, будем смотреть. Будем смотреть.
Я, кстати, если что, сейчас не очень хорошо выспался сегодня. Ну, не чувствую себя отлично. Хоть и рано лег, но я не чувствую себя хорошо. Чувствуется, как, знаете, у меня глаза такие тяжелые. Так, я возьму монетку. Монетку я беру ее не просто так, потому что я буду себе ХП восстанавливать. Потому что ХП объективно у меня не так много, как хотелось бы. Поэтому эта монетка мне пригодится. Сейчас на следующем раунде я активирую эту монетку. Вот. Я не понимаю, почему такая жесткая задержка. Что с пингом происходит. Очень жесткая задержка. То ли это у меня пин в голове уже. Не, на самом деле она ощущается. Но долго перекидываются фигуры. Долго действия. Ну, вот мразь собирается. Во-первых, один шаман. Во-вторых, там еще и инсект сверху собирается. Фу! Вот сейчас самая главная проблема это будет шаман. До того момента, пока инсект растет, самая главная проблема будет это шаман. Держим кулачки, что этот шаман не доставит мне огромных проблем, и у меня все получится, то, что я запланировал, реализовать. И инсект пришел. Минус 27. Эмпреска, мать твою, перевоплощайся. И вот, ребят, наглядный пример. Наглядный тупо вам пример. Почему на нежити не стоит играть? Вон уже инсект чуть ли не готовый. Чуть ли не готовый инсект. Уже мне минус 27 прописал. А это еще шаман не пришел. Да. Я серьезно говорю, разработчикам надо пересмотреть нежить, полностью пересмотреть. Надо по-любому пакт мертвецов пускать в первый тир и повышать шанс срабатывания, потому что это нереально играть на них. Нереально. И, кстати, что-то я так ощущаю, что все-таки пакт мертвецов теперь не работает. 2 штуки, потому что, по идее, когда я раньше брал 2 пакта мертвецов, у меня 100% каждый раунд они перевоплощались. Ну, там были вот эти вот проскоки 10%, но намного чаще перевоплощались, чем сейчас. Походу, они все-таки пофиксили этот момент. Кстати, походу, я еще и шамана вынес. Охренеть. Вот что-что, но шамана вынести я не ожидал. Ну, спасибо, хотя бы на этом хпшки сэкономлю. Хорошо. Инсект, конечно, заноза в одном месте. Так, дальше перевоплощаем легендарки. 2 спектры есть, это хорошо. Это очень хорошо. Мне, кстати, будет надо найти еще одного дракона. Повезет, если здесь будет леший. Я смогу через друидов лешего перевоплощать. Вот, кстати, тоже такой вот момент. Если в игре есть леший, то вы можете его спокойно там перевоплощать, когда соберете в 2 звезды, в нужную вам фигуру легендарную. Это самое профитное перевоплощение легендарок. Потому что по факту ты ждешь 3-4 раунда, чтобы у тебя одна легендарка перевоплотилась. А там ты сразу одну легендарку в 2 звезды собираешь. Еще и эльфы собираются. Да, надо будет как-то Марси записать. Кстати, ребят, что думаете по поводу Марси? Стоит ли ее все-таки записать или не стоит? Давайте в комменты напишите. Что думаете по поводу Марси? Я давно не играл на Марси. Она как бы не в мете. Ну как не в мете? На ней играют, но не такая уж она уже серьезная проблема теперь. Короче, жду фидбэк в комментариях, ребят. Так, вертолетика перевоплощаем. Некур у нас появился. Хорошо. Отлично, я бы даже сказал. Мне кажется, я уже друидов не успею нормально перевоплотить. Надо драконов искать. Надо 5 драконов будет поставить. То есть кого мне сейчас не хватает, получается? Олень, виверны. Короче, мне сейчас не хватает вайпера и ДК. В идеале, конечно, найти будет оленя. Ой, оленя. Виверну. Виверна кровь из носа необходима. Она будет и нежить, и плюс маг.
То есть один слот у меня будет под какую-то другую фигуру. Ну, кстати, у Спектры осталась такая же самая проблема. Если фигуры вражеские находятся в углах, если туда прилетает иллюзия, то эта иллюзия, она просто пропадает. До сих пор этот баг не починили, ну и не починят. Так что можете не надеяться. Это фича игры. Инсект там, конечно, пошел в разнос. Да, походу реально пофиксили этот прикол с пактом мертвецов. Но я это иначе просто назвать не могу. Оп, дракон, хорошо. Вместо тролля пока что поставлю 5 драконов, пусть будет. 5 драконов, 5 нежити. Дай бог, чтобы сейчас спектра пришла. Со спектрой в 2 звезды станет намного попроще. Намного. Короче, что мы уже выяснили? То, что пакт мертвецов не стакается. Вот так вот. Отлично. Отлично. Есть спектра. Дай бог, чтобы сейчас повезло, и мне выпало сразу Виверна. Дай бог. Я тогда смогу спокойно перевоплощать легендарки. При этом иметь 6 нежити еще сверху. Я хочу взять кристалл призрака. Гиперстон нам нужен. Скорость атаки будет побольше. Ну и, соответственно, от этого урона будет нормально, адекватно. Поэтому берем его. Есть блинк, есть хпшка. Мана не надо, потому что 5 драконов. Блинк, в принципе, пригодится. В принципе, пригодится. Ох, тяжелая игра. Что так жарко невменяемо. У меня такое ощущение, что у меня глаза просто... Это... Как вам сказать? Потеют. Именно глаза потеют. Так, чел здесь... На чернокнижниках через алхимика. Хорошо. Что так больно? У него еще и наследие духа огня. Кстати, кто вдруг не сдал, то наследие духа огня скидывает себе дебафы. Ну, мне сейчас, кстати, очень и очень фартануло. Хорошо. Я бы даже сказал отменно. Так, берсерк, хорошо. Вдвойне. Понял тебя. Не хочешь падать, так не хочешь падать. Ну и не надо. Больно-то и хотелось. Хотелось бы, конечно, берсерка перевоплощать. Так, ну, пожалуйста, выкиньте этого. Хотя нас... Не, ну, блин, шаман довольно-таки жесткий. Но я больше всего сейчас опасаюсь это именно инсека. Он прям... Тяжелый на подъем будет для меня. У меня и предметов адекватных нету сейчас против инсека. В идеале, чтобы против такого инсека выжить, мне сейчас нужно будет несколько предметов. Во-первых, мне нужен БФ 4-го тира, чтобы был массовый урон. Во-вторых, мне нужно будет МКБ на всякий случай и БКБ. Ну, а из 5-го тира... Ну, можно маску, Мьёльнир, бессмертие, щит 5-го тира. То есть надо смотреть вообще. Меня рыцари чуть-чуть сносят. Блин, только недавно смотрел, у меня было 30 плюс хп, уже 15. Ну, хотя бы спектра идет из плюсов. Повезет, если еще тролль придет. Ну давай. Ну давай. Сборочка сейчас у меня хорошая. Можно было бы, конечно, знаете, дефолтную имбу собрать. Это кулон плюс посох 3-го тира, а дальше уже как пойдет. Ну, такое себе. Как по мне. На самом деле в игре есть 2 метовые сборки и нежить. 100% не метовая сборка. Не, по факту. Если идет, то по сути ты можешь выиграть на чем угодно. Мизинцем левой ноги будете играть и просто будет все чики-бомбони. Это дефолт.
Играешь про скиллуху. По-любому. Ну, кстати, у нас только один человек с очень дохренищим количеством хп, а все остальные минимум хп имеют. Сейчас, возможно, благодаря инсеку и шаману мы половину лобби лишимся. Так, ну уже неплохо. Неплохо, неплохо. Неплохо. Рыцаря мы забрали. Чисто отомстили. На тебе косу в лицо. Бэм. Кстати, если коса добивает, то наследие духа огня не срабатывает. Еще берсерк 2 звезды. Еще и спектра идет, боже. Дай мне, пожалуйста, одно яйцо, и берсерк перевоплотись в 2 звезды спектру. И если так получится, то благодаря берсерку, точнее благодаря спектре, эту игру мы еще можем попробовать вытянуть. Так, еще одна легендарка не раскрыта, понял, уже раскрыта. Обезоружь. Странный шаман, он какой-то в действительности слабый. Но там есть инсек, который как бы эту слабость покрывает. Вынесите, пожалуйста, кто-нибудь этого инсека. Минус броня, блинк. Ладно, эти предметы мне пока не нужны. Подождем 30-й раунд. Может, выпадет что-то полезное. Смогу переделать. Так, Алхимос, здорово. Алхимик пока для меня неподъемная тема. Жесткий. Еще и минус 9 дал. Из-за того, что синергия Кира активна. Яйцо, дай, пожалуйста, яйцо. Бог рандома. Молю тебя, дай яичко. Ну? Ну все. Ну все, ребята. Мы упакованы. Зря, конечно, сейчас полностью сролился, но ладно, хрен с ним. Я хотел на самом деле найти спектру и найти Джакира. Оп, инвокер. Оп, омник. Омник нужен. Омника мы берем. На всякий случай омник хотя бы там обезоружь может скинуть. Я, кстати, на следующем раунде, если мастерская выпадает, я полностью ролю предмет и буду искать предмет 5-го тира. Или 4-го. Посмотрим сейчас. Хочется, конечно, предмет 5-го тира. Мне нужны молнии, щит, бессмертие, маска. Перчатку можно запихнуть. Там как раз рыцари есть неприятные. Дай мастерскую. Ладно, я кабанчиков возьму, кабанчиков активирую. Чисто моя будет подушечка. Подушечка страхования. Ой. Ну, кабанчики хотя бы заобузились. Это уже приятно. Так, что мы можем переделать? Это... И блинк, да, можем? Ладно, блинк переделаем. Перчатка бессмертия. Ну, бессмертие объективно хрень. А вот перчатка это будет прям жестко. Все-таки спектра по единичной цели наносит двойной урон. А двойной урон нанести чистый, это прям... многого стоит. Еще бы омников 2 звезды собрать было бы идеально. Серьезно, он уже щит 5-го тира нашел на импреске. Какая же мразь, просто, фу. Меня аж телипает от этого. Ну хотя бы рыцаря сейчас разорву спокойно. Бэм, бэм. Да, это жестко, все, минус рыцарь. Бэм. 1700 урона стычки. Ну, допустим. С рыцарем мы разобрались, что делать с шаманом, что делать с инсеком. На этот вопрос пока ответа найти не могу. Может, минус броню взять? Магов там нету, медальон, по сути, мне не нужен. Я возьму башер, пока что поставлю. Шаман, кстати, вылетел. Это хорошо. Надо МКБ найти. Повезет, не повезет.
Риск должен быть оправдан. Поехали. Все. Мне, по сути, осталось теперь парочку предметов найти. Бессмертие и БФ. БФ надо в первую очередь. И на всякий случай можно все-таки БКБ. А он Чена, кстати, перевоплощает на Бруде. Это очень опасно. Но хорошо, что он ко мне сейчас не пришел. Не, ну минус 45% от максимального здоровья это прям дохренища. Бэм. 21. Откровенно говоря, я не уверен, что я инсека смогу тащить. Сейчас местами, если что, поменял героя, потому что там антимаг вражеский, который присасывался к моей XP3. Дай бог дожить до 35-го, и дай бог, что выпадет БФ. У этого типа даже есть манга топовая. Но это мразь. Просто мразь. Ну, как бы даже комментировать нет смысла, это просто мразь. Да. Ну, что сказать? Ну, что сказать? Да нечего сказать, ладно. Сидим на стальных яйцах. Терпим. Режим терпила активирован. Я верю в себя. Верю как никогда. Бог рандома должен хотя бы до 35-го раунда помочь мне дожить. Так, Алхимос, здорово. Алхимос пока. Просто рассыпался. А рассыпался, знаете он почему? Потому что у него синергия Киры, он схавал кучу фигур, а у меня куча иллюзий, которые, извините меня, по одиночной цели наносят двойной урон, плюс чистый. Хорош. Такое мне нравится. Надо и еще разочек так между глаз ему прописать, чтобы манга слетела у него. И я надеюсь, там кто-то справится с этим вопросом. Сейчас самое главное не откиснуть от инсека, потому что инсек, ну, объективно очень огромный. У него все хорошо. Ему только не хватает одной паучихи для полного фарша. Тут чел через антимага играет. Сочувствую ему. Но тут, короче, все на МБ играют, заметьте. Тупо все. Один только, кстати, бедный алхимик не это. Не на имбе. Ну, на имбе, но не имбе. Мне без БФа будет очень тяжело. Если не найду БФ, мне торба. Еще и Никсон справился. Ладно, минус 9, терпим. Сейчас 35-й раунд, держим за меня кулачки, что нахожу БКБ, потом ролю и нахожу БФ. С БФ у меня будут огромные шансы вынести этого инсека. Без БФа будет тяжело. С БФ у меня просто стак урона будет до хренища, что прям закачаешься. Я, кстати, если что, талант на яйца взял, я хочу себе собрать Омника и Джакира в 2 звезды. Это надо. Чел на эльфах только тупо перестраивается. Вертолетика собрал, ну как это работает, да? Не нравится мне там МПС щит 5-го тира имеет. Ладно, у всех по малу хп осталось. Может, переживу. Главное, чтоб не инсек пару раз пришел. В принципе, с другими я справляюсь. А вот с инсеком проблемы. Кулончик выпал, кстати. БКБшка это хорошо. Это очень хорошо. Это отменно, я бы даже так сказал. Ну давай яйцо. И омника. 2 яйца и омника. Ну. Одно яйцо есть, хорошо. А ты апаться будешь сегодня? Лично. Еще яйцо. Хорошо. Для омника прям самое то. Так, все продаем. Начинаем искать омника. Омник, пожалуйста, давай. Я в тебя верю. Верю, как никогда в жизни не верил. Ну, пожалуйста. Ну, будь другом. Не будь котлетой, будь другом.
Ой, спасибо. Я сролил за 2 раунда где-то 90 голды. Нашел только одно яйцо и Джакира. Я этому алхимику не завидую. Я ему только что минус 28 прописал, но из-за того, что у него была манга, он выжил. Так, инсект, ты его вынесешь или не вынесешь? Вынес. Ну, конечно, мразь билд работает. Ладно, я предмет 5-го тира поищу. Попробую. Щиток. Ну, берем. Не факт, что мне щит 5-го тира поможет против инсека, но это будет прям комфортик. Почему я говорю именно, что щит 5-го тира может помочь? Потому что очень много будет он возвращать. Но тут просто сама проблема в том, что у типа там есть щит 5-го тира, есть арчиды. И плюс это инсеки. Я думаю, не поможет. Но будем надеяться, да, только на БФ. Он уже инвокеров поставил. Не, был бы у меня БФ, я бы его точно снес. Но хотя бы он мне сейчас на все лицо не даст. Я думаю, он того типа вынесет. Мы с ним останемся на 1. Но он мне за 1 раунд снесет. Да давай снеси этого алхимика. Что ты придираешь? О, красавчик. Надо пробовать. Надо искать предмет 4-го тира. Палочку оставляем, это скорость атаки. Пригодится. Арчит это хорошо, но я, пожалуй, откажусь. Все, ГГ. Ну, ребят, как бы... Топ-2 я занял. Но, откровенно говоря, топ-2 я занял чисто благодаря тому, что мне спектра в 3 звезды пришла. И выкинули еще сверху шамана. Чисто из-за этого. А там у него... Ну, вот просто посмотрите, какая импресска заряжена. У импресски все хорошо. У него в целом все хорошо. Все отлично. По фэншую сыграл. Очень сильный инсек. Арчит прилетел. Я умер. Ровно минус 11. Ай. Я не знаю, что мне комментировать. Объективно говоря, я думаю, что даже если бы у меня был БФ, я бы, наверное, его не затащил. Ну, я почему-то в этом уверен. Потому что там, во-первых, у него и щит 5-го тира был. А щит 5-го тира для меня это прям огромная проблема. То есть, чтобы сейчас затащить такого инсека, мне, по сути, надо было следующее. Иметь у себя вот, перчатка есть, да, щит 5-го тира есть. Хорошо. Мне надо, ну, БКБшка тоже есть, отлично вообще, это все прекрасно. Есть драконы еще. Надо было БФ 100%, двойные клыки. Ну, я думаю, этого было бы с головой. Я, по крайней мере, так думаю. Может быть, Миолия там помог бы. Маска 5-го тира бы могла еще помочь, конечно, но пришлось бы чистый урон выкидывать в виде перчатки. Хотя маска сейчас порезанная, она не так много дает, но... Можно было. Еще можно было бы нежить. Так вот просто выкинуть, плюнуть в лоб кому-то за эту нежить. И все. Возможно, это бы мне помогло в действительности. Условно на каких-то там, не знаю, троллях, либо рыцарях сыграть. Но просто там так дохренища контроля было, что не факт, что спектра бы переживала. Не, ну, на самом деле, я думаю, что все-таки под рыцарями было бы получше, если перестроиться. Но я хотел именно показать, что такое нежить. Я показал под 5 драконами. В целом неплохо получилось. Топ-2 это тоже хорошо, как бы. Особенно для такого специфичного билда. Ну, короче.
Давайте на рассуждение, я это все оставлю вам. Поэтому что думаете, напишите в комментариях. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, если до сих пор этого не сделали. Также подписываемся на мой телеграм-канал. Все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!